ребят, сегодня погодка особенно холодная. Всем привет, друзья, меня зовут Олесь Гроднев, мне 31 год, и я уже как 6 лет владею этим прекрасным Daewoo Mercem в 202 кузове с легендарным двигателем М111 2.3 компрессор. Да, кстати, я уже успел его перебрать своими руками и заехать в смертельные гонки с E36 BMW. Что из этого произошло, вы можете посмотреть вот по этой ссылке. Но проблема этой тачки, как всегда, оказался ее хозяин в моем лице, и пытаясь воскресить ее хотя бы как-то из ада, я превратил ее в судно, больше подходящее для перевозки картошки или крупного рогатого скота. Поэтому я почти полностью опустил руки, поставил на машину газ, смирился с участью драндулета и понял, что проще всего подыскать новый проект для моего канала. Пообщавшись с вами в одном из голосований, вы предложили один очень интересный вариант, а именно CLK Mercedes в 208 кузове. И по стечению обстоятельств я как раз таки познакомился с человеком, у которого имеется во владении этот аппарат. Поэтому сегодня отличный день для того, чтобы вместе с вами поехать и распробовать этого легендарного и очень редкого зверя. Присаживайтесь поудобнее и погнали! Разработка нового купе от компании Mercedes началась еще в 90-х годах. Так, в 1993 году конструктором был создан прототип будущей версии – Concept Car Coupe Studio, построенный на базе E-класса в кузове V124. Автомобиль дебютировал на Женевском автосалоне, но в серию так и не пошел, но его дизайн стал основой для создания новых седанов верхнего-среднего класса в кузове V210 в простонародье, получивших название «лупатых». И вот, в 1996 году завершается производство купе в 124 кузове. Однако прямой замены у автомобиля не имелось. Поэтому руководство компании приняло решение выпускать версию CLK в качестве косвенного преемника. Ну и конечно же, потому что в те времена E36 купе BMW било все рекорды популярности, и нужно было выпустить что-то этакое более молодежное. К слову сказать, первая модель кузова купе была представлена в 1997 году и базировалась на моей C-шке в 202 кузове, однако, забегая вперед, эта машина получилась совершенно не похожая на C-класс ни по повадкам, ни по езде, ни по внешности. Да, это прекрасное бизнес-купе полностью копирует шасси C-класса, но это совершенно иное, в то по ощущениям. С помощью данной серии концерн Daimler Chrysler планировал занять новую нишу рынка автомобилей. Серия состояла из двух вариантов автомобилей – купе C208 и кабриолета A208, а также выпускалась наиболее мощная модель от подразделения Mercedes AMG под названием CLK55 AMG. С 2000 по 2002 год модификация в кузове купе применялась в спортивном подразделении компании для участия в популярных гонках DTM. В ноябре этого же года началось производство Mercedes-Benz CLK GTR дорожной версии гоночного автомобиля класса Gran Turismo для 24-часовых гонок Le Mans, которая была изготовлена в количестве 25 экземпляров. Модель имела сверхлегкий энергопоглощающий кузов из кевлара и углепластика с аэродинамическими деталями и 12-цилиндровый двигатель рабочий объемом 6,9 литров, развивающий мощность свыше 600 лошадиных сил. Самое что интересное, задумка инженеров сделать машину наиболее обтекаемой была доведена до такого абсурда, что машина не просто ехала, а вот так вот прямо взлетала. И после некоторых довольно-таки небезопасных случаев модель была снята с гонок и заняла свое почетное место в истории славы Mercedes-Benz. Производство модели 208 в кузове купе завершилось летом 2002 года, а кабриолеты выпускались до 2003 года включительно, и на замену ей пришел автомобиль Mercedes-Benz V209. Me falling. You got me falling. You got me falling. You got me falling. Did you know that?
ребята, вот эта красавица. Это удивительно, просто шарм Мерседеса. Когда смотришь на нее на фотографиях, ну она вообще тебя не прельщает. Но как только ты видишь ее вживую, честно, вот создается такое чувство, ты начинаешь потихонечку в нее влюбляться. Это со всеми Мерседесами, это просто какая-то магия Мерседесов. Надеюсь, что вы со мной согласны. Ну, насколько мы видим, передняя часть и фары перекочевали сюда именно от Лупатова 210-го. То же самое и произошло с задней оптикой. Но самое интересное будет для нас это двигатель, ребят. Это просто бальзам на душу любителей драйва и тюнинга, потому что в эти машины устанавливались только бензиновые двигатели. Видимо, тогда уже инженеры решили, что владельцы вот этих ЦЛКшек не будут бегать по тракторам и сливать оттуда соляр. Компрессор — это была фишка Mercedes именно тех годов, которые устанавливались именно с завода. Напомню, что тогда вообще была очень развита атмосферная тема. Изначально они начали устанавливаться 111-е двигатели на вот мою Цешку в 202-м кузове, и потом они, немножко видоизмененные, начали устанавливаться уже на ЦЛК. Видите, оно с красной крышкой. На самом-то деле, вроде бы М111 они все одинаковые, но там есть определенные различия небольшие. Компрессор, кстати, получил и вот этот экземпляр. И этот 4-цилиндровый двигатель 2.3 самого завода уже имел 197 лошадиных сил. Поверьте мне, в те времена для обычного 4-цилиндрового двигателя это было очень круто. К примеру, один из самых крутых BMW-шных двигателей М44 имел всего лишь навсего 140 лошадиных сил, притом без наддува. Преимуществом была именно надежность и непредхотливость в сравнении с турбиной. Притом компрессор имел достаточно ровную полку наддува, что действительно этим машинам давало свою изюминку. В общем, сюда устанавливалось и V6, и V8. В общем, лично я считаю, что количество двигателей было намного интереснее, чем тех же самых BMW. Ну, просто я любитель Mercedes, основной ценитель. Так что, BMW-шники, извините, вот, не ебите головы и просто успокойтесь. В общем, если почитать форумы тех лет, там, 2003 года, ребята там меняли кулек, интеркулер стали более увеличенного размера, ставили тюнячие форсунки от тех же самых Saab'ов или Volvo, ставили DMRV от тех же самых BMW и, конечно же, уменьшенный шкив на компрессор и увеличенный на коленвал, что давало этой тачке возможность выезжать из 5 секунд. А, кстати, тогда это был уровень Мерседесов S-класса с V8 и V12. Кстати, актуальность этих машин остается сейчас, когда, представьте, можно за относительно небольшие деньги сделать машину, которая будет ехать 5-6 секунд до сотни, притом на 4-цилиндровом двигателе. А если сюда еще впихнуть газ, да, кстати, если кто не видел видео про то, как я установил на свою машину газовое оборудование и как она круто поехала, вы можете посмотреть вот по ссылке в описании. Ребят, ну а если говорить про надежность этих бензиновых двигателей Mercedes M111, я вам хочу сказать так. Вот лично у меня в гараже валяется 2 двигателя M111 компрессорных, и они нахер никому не нужны даже за 100 баксов. Они просто не ломаются, они неубиваемы. Единственное, что может быть, это пробитие прокладки ГБЦ, и то она от старости, она просто сгнивает через несколько сот тысяч километров. Ну и еще гнилая проводка рассохшаяся. Ну, давайте согласимся, это нормально для машины возрастом больше 20 лет. Kicking back old school tracks like damn. Can't get enough of this more like I don't even know where I am. Ooh, baby, get hyped to the beat. Let's go, cause this is our jam. This is our jam. Let's go.
В общем, в 98 году серия добавилась именно кабриолетом. Он отличался от обычной купешки более просторным салоном и задними полноценными сиденьями. Вообще, если посмотреть по истории, то до 99 года было продано всего лишь навсего 20 тысяч таких кабриолетов. И по сравнению с обычными купешками, которых было продано 100 тысяч, это просто небо и земля. Можно сказать, что эта машина практически эксклюзив. И живых их точно сейчас осталось не так много. Так, ребята, если с точки зрения рулежки, на самом деле машина более податлива у рулежки. Ну, конечно, потому что тут стоит не рулевая трапеция, как в моей цешке, а рейка. Машина низкая, машина более податливая к рулению, действительно. Ее не кренит так, как обычные седаны там C-класса, поэтому это супер. Мне это очень нравится, ребят. Так, ребята, если говорить про интерьер, просто, ну вот с BMW E36 купе нечего сравнивать, потому что там это пластиковый спартанский дрободан, а тут это роскошь, приятные материалы. Ребята, ну, мне есть чем сравнивать. Я ездил на BMW E36. Действительно, вот мне очень нравится, как меня обволакивают вот эти вот спортивные кожаные сиденья. Честно говоря, из них не вываливаешься, в них не ерзаешь. В общем, просто супер. Еще в Википедии написано, что BMW E36 тогда хвасталась своим пластиковым салоном, что он участвует в вторичной переработке. В общем, инженеры Mercedes просто хором орут с этого. Действительно, в эту машину тогда уже устанавливаются очень интересные коробки передач. Там и шестиступенчатая ручная, и пятиступенчатый автомат очень надежный, который отлично себя зарекомендовал. Но самое, чем эта машина интересна, что с 97 года она начала комплектоваться действительно очень классно. Она уже в базе в себя включала различные и системы стабилизации, торможения, противозаноса, и различные там и циферблаты, и системы навигации, и помощь, даже помощь при торможении. И действительно, это был настоящий Mercedes. Даже датчик затемнения зеркал был. Ребят, действительно, машина получила те фишки еще 20 лет тому назад, в 97 году, которым многие машины современные могут даже позавидовать. Да, кстати, ребята, один очень уважаемый человек, коммерс из 90-х, рассказал мне такую историю, что он пригнал такую же тачку в кабрике одной из своих любовниц. И они очень любили под звуки AC/DC гонять без крыши вместе с ней по теплому летнему Минску. И прохожие, там люди, стоящие на остановке, просто сворачивали головы. Просто от офигения. Действительно, знаете, вот в начале 2000-х этим еще можно было кого-то удивить. Так давайте же от них не отставать и снимем крышу прямо в этот 3-градусный мороз. В общем, подводя итог, ребята, вот что вам хочу сказать. Машина, конечно, безумно интересная. За такие небольшие деньги вы получаете кучу эмоций с этим откидывающимся верхом. Это просто супер. Притом, бешеная ремонтопригодность, достаточно большая надежность. Машина действительно может приковывать взгляды, и вы можете посадить на соседнее сиденье свою любимую собаку, и ладно, уже наконец, на худой конец свою девушку, и рассекать теплыми летними вечерами, и радоваться просто жизни, на самом деле, и кайфовать. В общем, машина для настоящего молодого нищего эгоиста, я вам хочу сказать. Ну, честно говоря, несмотря на то, что она на базе вот моей цешки, но вы получаете практически за те же самые деньги внешний вид Ешки, и притом салон от Ешки. Действительно, она более навороченная, это просто супер. Ребята, ну как и в любой истории, не обошлось без ложки дегтя. Гниют эти Мерсы просто нещадно.
кузовные запчасти на вес золота. А если говорить про кабрик, у которых было выпущено всего лишь 20-30 тысяч, то это вообще просто для сравнения. Знаете, сколько стоит вот этот маленький кусочек бампера переднего? $80. Сколько, как вы думаете, стоит крышка багажника, которая сюда покупалась в БУ? $300. Ребята, просто для вашего понимания, это притом БУ. Поэтому в аварии лучше на таких машинах не попадать. Ну и домкрат в этой машине тоже уже не под что. Порога, как вы понимаете, тоже нет. Но это нормально для машин и для мерседесов тех годов. Блин, сегодня холодно, просто 2 градуса, поэтому я одену куртку, пожалуй. Если говорить про меня, ребята, я бы, конечно же, взял бы себе такую машину. Если бы я выбирал между Мерседесом и BMW, я бы взял, конечно, Мерседес. Но проблема в том, что найти реально живых экземпляров за адекватные деньги, ну, просто не представляется возможным. Поэтому посмотрим, время покажет. Если действительно найдется хороший аппарат, почему бы не взять лишний для себя на выходной день, как вторую машину или под проект. Я думаю, что с этой машиной, ну, жизнь приукрасится 100%. В общем, ребята, время покажет. Я очень был рад, что вы были со мной. Я надеюсь, вы не потратили это время зря. И надеюсь, я вас не разочаровал. И буду еще раз рад с вами увидеться на моем скромном канале. Да, кстати, если вы хотите видеть видео чаще, вы можете подписаться на платную подписку ежемесячную на Patreon. Я буду вам очень признателен. Там будут выходить эксклюзивные ролики практически каждый день. Можно будет общаться в секретном чате. В общем, вся информация об этом есть в описании. Поэтому до новых встреч. Ребята, и давайте напишем все вместе комментарий. Большое спасибо Илье за то, что он предоставил эту интереснейшую машину на наш обзор. Если вы будете писать там ухаживает, не ухаживает, ребята, эта машина ухаживает за Ильей. Надежность ее такая, что она довезет до Берлина, до Германии и там и останется. Блять, камера, я тебя нашел. Неужели? Пиздец. Блять. Блять, как ты выжила, бедненькая. По всему городу тебя. Посмотрите, что произошло. Блять, отломалась. Обожаю.